Кейбела касло. Вон горы, видать. Телерассказ по древним тропам через Уральские горы начну с весенних касланий оленеводов, которые совершают свой нелегкий путь вместе с оленьими стадами. Ежегодно оленеводы перегоняют свои стада к Уральским горам на летние пастбища. Они преодолевают многие километры за оленями, меняя места кочевки стойбищ. В горах полярного Урала оленям прохладно, меньше гнуса. За летние месяцы животные набирают вес, подрастают телята. У каждой оленеводческой бригады свой маршрут каслания, по которому издревле кочевали их предки. Наш путь каслания лежит через озеро Ворчето. По этому маршруту сегодня кочуют оленеводы первой бригады сельхозпредприятия «Мужевское». Весной они находятся в местах массового отела оленей. Маленький, самый маленький, только что родился. В мае появляются на свет первые оленята. Ханты этот месяц называют Суйвоомстытылыш, месяц отела оленей. Благополучие оленеводов напрямую зависит от того, сколько оленят удастся уберечь от хищников и майской непогоды. Нарезаем хлеб, сушим его. Для этого выбираем солнечную и ветреную погоду. Сейчас приготовим место, куда разложим хлеб. Помню, когда дети в школу ходили, за раз по 400 булок хлеба покупали. Сейчас нам сотни хватает. Весной оленеводы запасаются продуктами и товарами первой необходимости, чтобы обеспечить себя на долгие месяцы. В весенние солнечные дни хозяйки чума занимаются сушкой хлеба. Требуется несколько дней, чтобы хлеб хорошо просох. Сиропка не пускай мне. Вон идет сзади, впереди. Если хорошая ветреная погода, то за 3 дня можно высушить хлеб. Пока разрезаешь, уже сохнет, начинает крошиться. Черный хлеб чуть дольше сушится.
Чтобы нарезать хлеб, нужен вот такой нож с широким тонким лезвием. Хорошо режет. Ручка ножа должна быть удобной. Хлеб почти подсох. Внутри еще подсохнет. При плохой погоде хлеб сохнет плохо. Все зависит от муки. Если мука качественная, хлеб хорошо просыхает. Если мука плохого качества, сухари плохо разламываются. Уже высохли, легкими стали. Сейчас хлеб сложу аккуратно. Если пересохнут, будут сильно ломаться и крошиться. Мужчины к дальним косланиям готовят упряжь, ремонтируют нарты, делают заготовки для будущих нарт. Этой нарте уже 30 с лишним лет. Давно ее изготовил. Ремонтировал несколько раз, менял копылья, полозья. Очень легкая нарта. Это весенняя стоянка у подножия лесного Урала. Поздняя весна. Кругом лежит снег. Собираемся перекочевывать на новое место. Собираем вещи, упаковываем в живые нарты. И любой может солярли. И вновь кочевье собирается в путь. За время весеннего кослания оленеводской бригаде предстоит совершить более 15 перекочевок. Каждая стоянка имеет свое название. Все зависит от местности. По пути кослания встречаются множество рек, озер, гор. Эта весенняя и осенняя стоянка находится у подножья лесного Урала, у речки Мони-Кевьоган. К маме поехал? Нет, я возле Каня поеду. Поедем? Да. Аргиш поднимается на лесной Урал. Таких высоких подъемов и спусков на пути множество. Небольшая остановка, и вновь вереница отправляется в путь.
Погода на лесном Урале бывает разной. Метель и сильный ветер может дуть несколько дней подряд. В ненастную погоду всегда нужны дрова. После продолжительной метели погода наладилась. Кочевники вновь упаковывают обозы, запрягают в аргиш оленей. Дима, где едет? В этом году весна была затяжная. В горах везде лежал снег. Все реки и озера были под ледяным панцирем. Кочевали ночью по твердому насту. Так легче преодолевать большие расстояния. Горы все ближе и ближе. Река Лагорта находилась еще подо льдом, что не затруднило ее быстро переехать. Когда весной река разливается, становится глубокой. Ее сложно перейти. Кослали всю ночь. Уже наступило утро. Уставшие ставим чум. Повезло, да, нам? Всегда бывает такое, да? Лодки переезжают, не хотели. Еще 2-3. Школу уже не хочешь? Ну, что надо? Значит, надо учить делать. Я не полечу. Прячусь. В школу не хочешь? Сейчас один слой краски высохнет, потом еще раз покрашу. Краска трудно наносится. Получился красивый хорей. На местах стоянок оленеводы готовят нарты к осланиям. Пока находится в лесной зоне, заготавливает древесину для изготовления нарт, укрепляет полозья нарт нярмой, делает заготовки на весь период кослания.
Кен. По насту легко ходить на лыжах. Лыжи укрепили пластиком, чтобы снег не прилипал. Он сейчас кушает, покушает. Снег растаял, вода появилась в озерах. Еще одна остановка. Стойбище находится между ущельем рек Большой и Малой Лагорты. Это ущелье реки Большой Лагорты. По пути к Аслане оленеводы на этом месте всегда делают остановку. Это историческое место. Здесь проходит граница двух частей света – Европы и Азии. Многие годы по этой дороге, по ущелью Лагорта, кочевали наши предки. Лагорта общество. На той стороне Урала нас встречает ясная и солнечная погода. Наш Аргиш продолжает свой путь, проходя много километров вслед за оленями. Мы меняем места стоянок, кочуя с одного стойбища на другое. На летнюю стоянку. Оленеводы совершили долгий путь по древним тропам через Уральские горы. И все для того, чтобы добраться до летних пастбищ. Видео снимает.